Да тут все просто залил, запустил, работает. Еще немного пришлось повоевать вот с этим соединением. Ребят, бахнуло так, что забрызгало здесь все. Испортило весь инструмент, даже сварочнику досталось. Привет, любители и профессионалы, матерые начинающие конкуренты и заказчики. Зима, как обычно, подкралась незаметно, и вопрос отопления и обогрева гаража стал довольно остро. Вот такая небольшая мастерская у меня. Ну а в зимнем варианте это вообще всего 36 квадратов. Для обогрева, естественно, у меня здесь есть печь, ну а для быстрого набора температуры можно воспользоваться обыкновенной газовой пушкой. Но мне все равно некомфортно, дальше объясню почему. И тут многие скажут: слышь, лапать, да свари ты себе печку из газовых баллонов, как на ютубе, и будет тебе счастье. Но, ребята, объем топки в моей печке совсем не меньше, чем в газовом баллоне. У нее, конечно, есть перекул, она не греет небо, а при закрытой верхней и нижней заслонке она точно так же может в щадящем режиме пыхтеть довольно долго. Но у нее, как и у всех самоделок из ютуба, нету форсунок вторичного дожига, поэтому печками длительного горения называться они не могут. Но, ребят, дело совсем не в этом, а в том, что в моей мастерской очень большое количество железа. И понятно, оно всегда холодное. То есть практически 80% всей площади занимает голый металл, а работа с ним зимой не самая приятная вещь. В принципе, печка легко нагоняет температуру, чтобы можно было работать на станке, но в ручном варианте можно даже вспотеть. Но как только дело доходит до основной работы, а у меня это сварка, потом, естественно, зачистка, то приходится включать вытяжку. И хоть сделано оно у меня из обыкновенного бытового вентилятора производительностью всего 2 куба в минуту, этого вполне достаточно, чтобы за час небольшим сменить весь объем воздуха в помещении. Поэтому печка так и расположена в непосредственной близости от рабочего места, чтобы теплый воздух, влетая в вытяжку, успел бы хотя бы немного меня зацепить. К тому же печка сама себя не распалит, и первые полчаса, когда она набирает температуру, весь запал, с которым ты шел в мастерскую, вымораживает напрочь. А я, ребят, хочу приходить в теплый гараж, а потом уже включать вытяжку и будь что будет. Поэтому с сегодняшнего дня я решил обогреваться с помощью чудо-жидкости. И я уверен, что белорусские автолюбители, особенно аматоры дизеля, сразу догадались, что это. Единственная поправка, ребята, что это не просто соляра, а рапсовая. Ну а для тех, кто не в курсе, скажу, что в Беларуси лет 7-8 назад проводили эксперимент и пытались выгнать дизельное топливо из всего, что попало. Шутка, конечно, просто добавляли в соляру 5% рапсового масла. Мне оно, честно говоря, нравилось. Стоило оно немного дешевле, обыкновенный ТДИшный мотор работал на ней помягче, а парафинилась она не так сильно. Но если верить умным книгам, то дизельное топливо также имеет срок годности и может портиться. Поэтому испытывать его на своем Common Rail я не буду, а вот для обогрева оно подойдет в самый раз. Ну а заливать мы его будем в вещь, о существовании которой еще месяц назад я даже не подозревал. Нет, я знал, что есть автономные отопители, я знал, что их китайские аналоги гораздо дешевле. Но то, что китайцы догадались упаковать все это в отдельный ящик и сделать переносным, я даже не догадывался. Так вот, когда YouTube показал мне и выдал информацию о том, что некоторые люди пользуются этим больше 3 лет, мне как по голове кувалдой. Вот оно, решение всех проблем. А пока я ждал Черную Пятницу и выбирал на Озоне, китайцы умудрились выпустить новую версию, которая работает от 220 вольт. Что касается Черной Пятницы в России, так это вообще отдельная тема. Как только стукнуло 12 часов, продавал вместо обещанной скидки, задрал цены на 10%. Поэтому мне пришлось заказать обыкновенную 12-вольтовую версию. Без косяков, конечно, не обошлось. Дело в том, что я заказывал выход на 4 сопла. Ну да ладно. Ну а зная китайскую сборку, перед первым пуском лучше пересмотреть и перекрутить все своими руками. Внутри у нас все просто. Бак, заявленный 5 литров, почему-то у меня не прикрученный. Возможно, так и должно быть. Обыкновенная автономка, насос и управляющий модуль. Вроде бы никаких видимых дефектов нету, значит, доехала без проблем. Дальше, как обычно, с умным видом листаем инструкцию. Она на русском языке, очень много информации, но ничего полезного я там так и не нашел. Поэтому прикручиваем воздуховод, трубку отвода отработанных газов и пробуем запуститься. Источником тока у нас будет служить старый аккумулятор и самодельное зарядное устройство из компьютерного блока. Естественно, предварительно пересмотрев YouTube, я узнал, что китайцы стали выпускать управляющий модуль с новыми мозгами. Запомнил все комбинации нажатия кнопок для задания определенных функций, однако впоследствии оказалось, что мозги у меня старой конструкции еще с инженерным меню. Поэтому прокачка системы, необходимой при первом запуске или долгом простое, путем нажатия 2 боковых кнопок у меня не работала. Но немного помучившись с интервалами в 60 секунд, как и написано в инструкции, аппарат завелся со 2-й попытки. В общем, все отлично, выхлоп чистый, прозрачен, то есть никакого дыма и копоти чудо-жидкость нам не дает. Итак, первый тест пройден, все работает, брелок сразу оказался привязанным, поэтому самое время бежать за батареей.
Чтобы увеличить КПД и не терять тепло, впустим отработанные газы через нее. Длину выхлопа рекомендую делать не более 1,5 метра, но у меня, к сожалению, так не получается, поэтому мы пойдем другим путем, а именно после батареи увеличим проходное сечение нашей трубы. Поэтому придется немного прибраться, что-то передвинуть, а что-то и выкинуть. Как обычно, ребята, уборка приносит большое количество интересных вещей. Вот нашел 3 бушных круга, 3 шара и 4 кондуктора для восьмерки, прута восьмерки. Вместе с образцами и разметкой на них. Ну что, ребята, утро следующего дня. У меня тут произошел небольшой форс-мажор. Поставил я прошлый аккумулятор на зарядку. И, сидя дома, услышал хлопок. Почему? Да потому что наш Евростар взорвался к ебаной матери. Унес с собой заодно и китайский. Забрызгало все вокруг. Естественно, пострадал весь инструмент, который лежал на столе, и даже немного задело сварочный аппарат. Поэтому весь вечер я был занят тем, ребята, что протирал все, что мог, содовым раствором. А вообще, ребята, это старый аккумулятор, и он уже больше 3 лет стоял у меня под верстаком. Я думаю, что просто одна из банок замерзла и при продолжительном заряде попросту хлопнула. Если кто-то уже сталкивался с такой ситуацией или знает точную причину, обязательно напишите в комментариях. Но я до этого происшествия успел все-таки сварить такую неказистую подставку. Сейчас мы ее крепим к стене, навешиваем батарею и свариваем в кучу все наши трубы. Также варим небольшой кронштейн для самой автономки. Обязательно размечаемся, все хорошенько вымеряем и крепим все это на стену. Ну а мы, ребята, еще раз перед запуском пробежимся быстренько по основным настройкам. Кнопочкой ОК мы можем посмотреть время, которое выставлено от балды, температуру окружающей среды. Это у нас частота работы насоса. Чем выше частота, тем больше мощность. Как таковой мощности именно в киловаттах здесь не высвечивают. Так, еще раз. Мощность, подождите, и 12,4 это у нас напряжение нашего аккумулятора. Вот эта кнопочка служит для переключения меню. Значит, вот настройка часов. Делается это все как в обыкновенной электронике, там, советской допотопной. И подтверждаем каждую цифру. Все подтвердили. Это у нас таймер включения. Его включаем верхней кнопочкой. Подтверждаем, и нас выскакивает время. И судя по времени мы понимаем, что здесь ставим не время, в которое должен включиться аппарат, а время через которое, то есть в тайминговом режиме. Если вы выставите цифру 10 здесь, да, и подтвердите, то аппарат включится не в 10 часов, а через 10. Все подтвердили. Так, подождите. Подтвердили время, и у нас выскакивает второй показатель, это во сколько он выключится, через какой промежуток времени. Точно так же его можно включить, подтвердить включение и выбрать время. Еще раз возвращаемся в наши настройки, включения, выключаем это дело, подтверждаем и выключаем второй показатель. И тоже подтверждаем. Перед первым запуском или долгим простаиванием аппарата нажимаем 2 нижние кнопки, зажимаем, у нас появляется значок H, включаем его, появляется иконка насоса, и он работает. Я так понимаю, выключить можно любой кнопкой. Кстати, об иконках, значит, если что-то не работает у вас, допустим, маленькое напряжение, если оно меньше 10,5 вольт, то аппарат не запустится, у вас будет моргать аккумулятор. Если что-то произойдет с вентилятором, перегорит свеча накала, сейчас вы она, дальше увидите, она будет гореть вот здесь. Датчик температуры, либо что-то случится с насосом, все будет моргать. В общем, если моргает, что-то неисправно. Также все это еще дублируется и кодами ошибок. Если мы вот так зажмем 2 верхние кнопки, сейчас, секунду, подождите, то у нас появится большой значок температуры, и мы можем выставить показания, вот, при достижении которых аппарат включится. То есть выставляем 11 градусов, и аппарат будет включаться, как только температура окружающей среды упадет до этого значения. Однако из меню тогда пропадает настройка мощности. По настройкам вроде все, поэтому берем пульт, нажимаем кнопочку ON. Ну что, ребята, вот такая конструкция у меня получилась. Сделал я двойной кронштейн, всунул сюда 75-ку, но если что, оставил место и для сотки. Третий день он же работает на одном аккумуляторе, бедолага терпит. Запускаю я его из дома, с брелка, пока пью кофе. При минус 20 и 80% мощности поработал у меня где-то около часа. Скажу вам честно, греет он не так быстро, как обыкновенная газовая пушка. Но потом в бой вступает тяжелая артиллерия в виде этой печки и становится уже полный Ташкент. По расходу скажу, что когда она работала целый день на минималках, то вытянула где-то около 120 мл в час. Выгодно ли греться дизелем, ребят, считайте и решайте сами. У меня же эта автономка в гараже будет работать всего на полставки, поэтому-то я и выбрал эту модель, а не стационарную. И уже завтра я легко его воткну в свой микроавтобус. Еще я выписал себе блок питания, он уже ко мне едет, а также вместе с ним едут и 3 разъема. Поэтому проблем с быстрой перестановкой, я думаю, не будет. Поэтому все, что мне надо будет, это просто открутить один хомут.
Да, забыл предупредить, будьте осторожны вот с этим соединением. С ним я немного намучился и пока не поставил туда паранитовую прокладку, оттуда постоянно сифонило. Ну а на сегодня, ребята, я думаю, пора заканчивать. Скажем китайцам большое спасибо за теплую мастерскую. Всем, кому понравилось, ставим лайки, дизлайки. Не забываем подписываться, обязательно комментируем. Прямые руки вам в помощь. Всем удачи, здоровья, прорвемся.